мне дали поснимать, потому что предыдущие разы я сколько раз пробовала, мне всегда говорили, здесь съемка запрещена, здесь съемка запрещена. Ну, купили читос, ой, Доритос, извиняюсь, чипсы. Вот такие всякие тут продаются крупы. Вот, а это всякие хозяйственные приспособления, которые там, всякие там и посуды мыть, губки, перчатки, отдел с памперсами, всякие средства для мытья полов, все остальное. Вон здесь такие мыла, мыл выбор большой достаточно. На любой, как говорится, вкус. Также есть здесь детский отдел с детскими шампунями. Вот. Ну, со всякими женскими прокладками, как всем остальным. Салфетки для детей, для взрослых. Салфетки обычные. Туалетная бумажка. Вот, ну и здесь отдел с порошками. Ну и самое главное, шампуни. Шампуни всякие. Ну что, краски для волос есть только вот такие вот. Вот какие-то египетские, какие-то L'Oréal. Всякие маски для волос. Ну, то, что как обычно, гели, расчески, зубные щетки. Ну, там идет делаю йогурты, сыры. Так, по поводу сыров. Есть вот такие сыры. Масло сливочное вот так выглядит. Это как маргарин или жир какой-то. Вот. Это, кстати, вот название раеб означает эфир по-арабски. Вот он есть такой. И также есть вот такие. Тоже это как называется молоко свежее. Ну, конечно, свежее, это все понятно порошковое. Есть различные питьевые йогурты вот такие. Вот. Различные такие йогурты разные. С разными, как говорится, наполнителями. То есть у йогуртов достаточно, даже есть вот такие вот большие йогурты. Вот. Также здесь представлена компания Danone. Йогурты всякие для детей. Это вот так вот. Даже есть вот такие большие. Какие-то такой обычный докус колбасы здесь нет, но есть вот такие вот варианты таких колбас. Вот. Есть вот такой вот сыр президент. Вот. Сосиски есть вот такие. Но лучше не считают сосиски компании, называется компания Халиоин. Вот также в магазине Хатхала можно купить и носки. Даже у них раньше были футболки. Замороженные всякие продукты. Там бургеры продаются. Есть горох, всякие замороженные уши. Вот также продаются обычные, ну то, что как везде, там наггетсы, сосиски, бургеры, наггетсы там всякие есть, сосиски. Ну и, соответственно, местные какие-то местного производства, какие-то их штучки. Это египетские всякие штучки, которые можно прийти дома сделать. Ну это френч-фрайс. Вот, а сыры вот так вот разложены. Сыры здесь есть. Сыры. Как она? Это как круглый такой сыр. Есть наподобие нашего колбасного сыра. Вот этот вот с острым наполнением. Это с чем-то еще не острый. Есть местный сыр. Называется Гимн Турки. Вот, и есть вот также вот это называется, как она? Года. Это нет, это не года, это называется по-другому. Вот, ну и есть сыр Гуда, который нам знает. Ну, вот они выкладывают, он весь покрывается вот таким, он покрывается вот такой вот
маслом, потому что жарко очень. Продукты так нельзя хранить. То есть у них такой выбор достаточно египетский, но можно найти для себя что-то подходящее, если вы только приехали. Можно найти что-то наггетсы, там бургеры, сосиски, ну к тому, что, как говорится, мы привыкли. Всякие, кстати, Игорь спрашивал про вкусняшки, вот есть здесь и киндеры, стоит он на 14 паундов. $1. Есть крема всякие, нутелла, локер компания есть. 11 паундов, это $1. Печенье вот такое есть, стоит оно 30 паундов. Есть вот такой за 29, то есть по 30 паундов каждое печенье. Это печенье стоит 38. Вот. Что еще? А это уже, соответственно, идут тут всякие египетские дела. Это привозные, наверное, это не египетские сладости. Игорь спрашивал еще по поводу чипсов. Дэнни тоже очень любит чипсы. Вот, вы с Игорем приблизительно одинакового возраста, поэтому вы тоже, вот, Дэнни тоже очень любит. Так, ну что, показываю, какие чипсы тут есть. Какие? Вот такие. Это египетские чипсы? Такие вот чипсы. Чипсы стоят, я не знаю сколько. Такая вот пачка стоит, предположим, 4 паунда. Маленькие стоят, наверное, по 2 паунда. Представлены в основном египетские компании. Есть чипсы. А Доритос почему-то, кстати, нету. Нет, Доритос, вот есть Доритос. Маленькие. Это маленькие Доритосы. Есть еще большие Доритосы. Большие такие, большие пакеты. Но мы их, к сожалению, не видим. Есть также всякие принадлежности для дома, там всякие отвертки, всякая такая лампа и так далее. А вот еще по поводу вкусняшек есть здесь M&M, Сникерс, Марс, Баунти, Твикс. Потом это, видимо, Galaxy шоколадки. То есть, в принципе, все представлено. Но, конечно, не такой выбор, как у нас. Наш выбор, конечно. По крайней мере, я не знаю. Это молоко, кстати. У нас очень, в Москве, по крайней мере, очень большой выбор. Это соки идут. В Москве очень большой выбор различных конфет. Особенно мне нравится Ротфронт и Красный Октябрь. Это что такое? Это тоже шоколадки. Сейчас они лежат в холодильнике, потому что сейчас достаточно жарко. Так, ну чего купили? Мыло. Мыло здесь вот такое. И скотчик кожа. Люкс. И скотч. Еда для кошки. Можно я помочь? Мыло, наверное, стоит 6 паундов. Давай я открою. Одно. Дай. Потом кетчуп. Такое здесь молоко. Будешь попробовать? Кошки будешь сейчас накладывать? Да, Она кошки, хочет да. покушать. Закончилось? Да. Давай, насыпай ей. Насыпай. Тут берем сосиски. На, котик. Положи на. Еда. А потом мы же купили йогурт 4. Какой здесь йогурт? Йогурт Вот такой. 4. И 4. 4 йогурта и 4. 8 йогуртов, да? Йогурт здесь А один стоит 2,5 паунда. Длину. А вот здесь написано скидка за 8 штук. А есть купить чай. 8 штук, наверное, экономия 3 паунда. Посмотри. Это масло сливочное. Масло. Да, А что, потом что? фондулет, шоколад. Вот фондулет шоколад. А вот такой вот корнфлейк здесь есть. Фондулет Потом это что, яйца? яйца. Яйца, кстати, продают свежие. андоми. Это которые из-под Есть курицы. андоми То есть есть тоже. производственные, которые делаются которые в специальной упаковке пластиковой, это как бы заводские, а это обычные продаются яйца, то есть настоящие. Ну, это у нас постоянно. Андоми. Да, доширак, А это скабечи. а это спагетти. Я покажу, какие спагетти. Это местная компания, которая делает макароны. Это единственная компания, которая более-менее можно есть. А еще один. Еще есть там дошираки. Да.
А это гемна? Это сыр. Сыр, это местный, называется он герман турки, бывает несколько видов, но чем-то он в зависимости от Это О. от состояния он бывает разный. Ничего. Который свежий, он похож на наш российский сыр. Мы же купили О и Square. И вот купили такие вот колбаса. Колбаса нарезается вот так вот. Колбаса, сквер и циркл. Вот колбаса. Колбаса здесь только бывает говяжья, то есть свиной продукции здесь нет. Потому что мусульманам запрещается есть свинину, поэтому в магазинах вообще вы не найдете свинины вообще. И вот такой вот местный хлеб. Называется он фина. Очень мягкий. Такая упаковка стоит, наверное, 5 паундов. 5 паундов это приблизительно 20 центов. Ну вот такой вот у нас сегодня покупки. Потом у нас еще картошка вот здесь. В холодильнике что у нас есть? Вот у нас есть виноград. И вот такие вот маленькие манго. Сейчас вот они пошли, они небольшие, они вот размером с руку. Меньше даже руки. То есть обычно они здоровые манго такие, а вот эти маленькие манго. Также здесь есть, купили черешня. Черешня вот такая вот, она, не знаю. Можно я попробую? Попробуй, конечно. Пинк! Пинк, она не пинк, она другого цвета. Ну что, вкусно? Да? Жайманда. Ага, ну хорошо, ну бери. Бери тарелочку. Вот что еще можно показать. Вот в морозилке. Это, кстати, курица. Вот я хотела показать, вот какая здесь курица. Я, по-моему, я рассказывала в предыдущих видео, что здесь продается курица только свежая. В каком смысле свежая? То есть все мясо, оно не замороженное. Давай я положу на йогурт. Вот, то есть вот это куриные грудки. Вот, то есть они продается это на рынке. Вот, замороженную курицу можно найти. Замороженную курицу можно найти, но в каких-то больших супермаркетах. Так, все египтяне едят свежую курицу, то есть ты приходишь на рынок, и там тебе продают курицу, которая была убита не так давно. То есть они не едят замороженное мясо. То есть это все свежее, то есть оно никогда не было замороженным, что курица, что мясо, все всегда свежее. Мне дали их поснимать, потому что предыдущие разы я сколько раз пробовала, у меня всегда говорили, здесь съемка запрещена, здесь съемка запрещена. Мы купили Доритос, извиняюсь, чипсы, и все. Дэнни купил сок. Идет пил. Вот так. Такие вот продукты, как бы, выбор, конечно, не очень большой, но, в принципе, если вы приедете сюда, сможете что-то для себя подобрать, я так думаю. Вот мы вышли сейчас на улицу, кошка наша просит кота. Поэтому я ее вынесла на улицу, чтобы показать ей, что такое улица. Она боится, у меня вцепилась лапами, чтобы больше не просила. Вот, а мне сейчас надо сделать документы, CV нужно свое распринтить, потому что я собираюсь на работу устраиваться. Он держит лестницу, такую как веревку. Человек спускается на лестницу.